Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Сегодня я хочу сделать для вас общий расклад Таро. Вся правда о вашей судьбе. Погадаем на карты Таро сегодня. И сделаем общий расклад Таро для мужчин и женщин. О важном, о главном для вас сегодня. Посмотрим Таро прогноз на будущее. И посмотрим, какие события, перемены, новости в личной жизни вам предстоит прожить. Или, может быть, предвидеть и как-то подкорректировать для себя. Настраивайтесь на свой поток внутренний, на свою интуицию, на свою ситуацию. Не забывайте, что это общий расклад, и он резонировать может вам или полностью, или частично, или вообще может не резонировать. Да? Поэтому пока что как-то так. Давайте посмотрим. Давайте с того начнем, кто пришел на расклад сегодня. Что за ситуация у вас? Ну, смотрите, кто-то хочет уйти, уехать, убежать, смыться и скрыться, да, вот так. Но мешает что-то держит. Кто-то хочет оборвать связи, кто-то остывает. Ну, знаете, может, энтузиазм пропадает. Может, в отношениях что-то не ладится. Вот такое вот. Вообще, эта карта мужчина уходит или может уйти, или вам нужно уйти из того места, к которому вы уже как бы прикипели, да? Ну, восьмерка воды, по сути. Вот, или восьмерка чаш. От чего-то нужно отвязаться, уже давно пора, но оно уже не греет, как говорится. Но вы еще пока как бы, может быть, думаете, может быть, не готовы, может быть, не время еще, может, да, может, надо осени дождаться. Такая больше осенняя карта. Ну, смотрите, а вам хочется, чтобы было все хорошо? Вам хочется вроде бы как и остаться в этом месте? Или хочется, наоборот, восстановить то, что есть? А у вас тройка чаш, да? Тройка чаш — это объединение. Или, может, вам хочется уйти из треугольника? Или не можете уйти из треугольника? Или не можете уйти из того места, которое вам действительно нравится, да? Ну, там, с работы. Есть, может быть, государство, страна, в которой вы пребываете, да, то есть она нравится вроде бы как, а вы хотите уйти или вас выталкивают, или наоборот вам не нравится, но вынуждены остаться, да, и вынуждены как бы настраивать себя на лучшее. Такое пока что по чашам все идет, много эмоций у вас. И здесь вы думаете, вы как бы с одной стороны эмоции, а с другой стороны у вас разум пытается взвесить все, да? Взвесить за и против. Вот так почему-то идет пока что. Да, вот оно 11. Видите, здесь 11 и здесь 11. Ну вот, есть что-то, что не очень как бы нравится. Есть вроде бы как что-то нравится. И это надо взвесить все за и против и принять решение. Да или нет, да, ехать или не ехать, уходить или оставаться, менять что-то в лучшую сторону, не менять, пытаться прилагать усилия, не прилагать. Что-то с документами вроде бы вас как, с одной стороны, и уже и не держит, а с другой стороны, вроде бы как и держит, да. Но справедливость. Центральная карта у вас, она о принятии каком-то решении взвешенном и о законе, о правдивости какой-то. Может, у вас какая-то тяганина идет по законодательству, и вам вроде бы как оттуда из этой тяганины надо уйти, но вас затягивает. Эта карта такая объединяющая, а это наоборот разделяющая, но с трудом с каким-то. Хорошо. Такая ситуация пока.
вроде бы кто-то должен вам принести или счет, или меню, а вы не знаете, вам счет или меню. Вот можете как раз сейчас на паузу поставите и напишите: мне нужен счет. Ну, то есть нужно понимать, что я должна видеть или должен оплатить, да, за что я должна платить, я не понимаю. А с другой стороны, если меню вам нужно, то вы не знаете, что вас ждет, да, дальше. Расплата, да, как бы, или оплата, или какая перспектива, да, вот так. Ну, окей. А здесь башня. Вы знаете, как нужно принимать решение, уйти или остаться. То есть какой-то вы на кону радикального какого-то решения в своей жизни. Но оно должно все менять, все изменить. Вы можете все потерять. Здесь башня, риск чего-то, ну, не очень хорошего. Поэтому вы как бы в состоянии риска всем, может быть. Поэтому если вы из этого места уйдете, где вот велосипед стоит привязанный, да, туда, где много других велосипедов, да, то рискуете все поменять или поменять свою жизнь так, что, ну, она не будет уже похожа на другую. И вам, может, кто-то пришел и говорит: вот вам меню, да, или путевка в жизнь, я поведу тебя туда, где много других велосипедов, да, других чувств, эмоций. А вы уже так привыкли к тому старому месту, что разрушить старый мир для вас, ну, может быть, и безумное решение, поэтому тут и надо взвешивать все за и против. Да? Окей, что-то такое, знаете, как будто бы какой-то официант вам приносит или меню, или счет, да, вот так. Ну, у него в одной руке меню, а в другой счет. Вот тут нужно понимать, вам меню или счет. Поэтому я и прошу вас написать, вам меню или счет. А потом посмотрите в конце расклада, что вам принесли, меню или счет, да? Ну, давайте дальше, что-то разрушается на меня. Ну, солнце, да, тут. Вам, знаете, как бы у меня такое ощущение, что на раскладе человек, который вот устал жить уже вот так, как было. Ему хорошо надо взвесить все за и против, все риски оценить, чтобы жить лучше. А тут ребенок выпадает, солнце. И в конечном итоге вот есть место, где уже солнца нету, знаете, такая осенняя серость. От чего-то все равно хочется хорошего, но путь к этому хорошему, лучшему, он лежит через серьезный риск, через серьезные испытания. И сколько это будет стоить, непонятно. И как это будет проходить, тоже непонятно. Вот. Может, вам предлагают что-то хорошее, да, кто-то другой, третий, второй человек. А вам бы взвесить, потому что, ну, как говорится, ну, стрёмно. Башня — это всегда стрёмно все потерять. Окей. Ну, такая ситуация, в принципе, стандартная, давайте так ее назовем. И она о рисках, о каких-то, может быть, приключениях, авантюре даже, да. Может быть и авантюра, потому что солнце все равно какое-то, знаете, как бы можно пойти ва-банк по этой комбинации, да, и человек рисковать, не рисковать, да. Ну, окей. Давайте посмотрим, что уточняющие карты. Вот что вас держит, что человека держит. Не вас, может быть, это другой человек, на которого вы гадаете. Вот что держит, его или вас, того человека загаданного или вас. Ну, тут туз, а туз огня или жезлов. Но шанс постоянный какой-то, знаете, планы недоделанные. Вы что-то не... Или вы, или тот человек, короче, незавершенные планы вас держат. Вот держат. Именно незавершенные планы и шанс. Знаете, вы, давайте так, надежда. Держит вас надежда в том месте, где вы сидите, но надежда все равно. Ну, окей, там это не хорошо, не плохо. Вообще туз огня хорошая карта. Дальше. Что вам обещает или обещают? Что это на самом деле? Ну, давайте так. Даже не что на самом деле тут посмотрим.
Нет, ладно, не будем пока почему-то, чтобы я не запутался. Что это за обещание? Что это за предложение? Ну, давайте так. Оно загадочное, заманчивое. Это хорошая карта, в принципе, и назвать это предложение или эту идею, которая вас манит или которая вам предлагает, она вроде бы как неплохая. Но, приняв эту идею, вам нужно будет начинать действительно жизнь с чистого листа. Вот вы пытаетесь успокоиться. Какое решение нужно принимать? Но его нужно действительно принимать с точки зрения позитива для себя, для перспективы, для какой-то. Но его нужно принимать с холодным умом. Действительно, здесь Водолей, здесь нужно 100 раз подумать. То есть решение нужно принимать позитивное, на перспективу все продумать и очень-очень хорошо подумать 100 раз. Пока что вроде бы как и неплохо все. Ну давайте посмотрим, а что вы теряете, если примете это решение вот так вот. Именно о потерях. Что вы можете потерять или рискуете потерять? Ну смотрите, здесь тройка костей, это тройка мечей. Ну вы рискуете остаться с разбитым сердцем и получить сердечную рану, душевную рану, даже физическую боль. И я вам скажу, что в некоторых случаях вы рискуете жизнью даже. К сожалению, так выпадает. Поэтому вот и нужно 100 раз подумать. Это какое-то рискованное мероприятие. Либо, если вы знаете, если вы не слабонервный, вот можете принимать это решение. Пока. Как будто у меня такое ощущение, что вы не готовы. А если вы и так с разбитым сердцем, то вам терять нечего. Вот. Если вам уже разбили сердце, то вам терять нечего. Окей? Поэтому, если сердце не разбито, решение принимать все-таки не стоит. Если сердце разбито, то, ну, а что вам тогда терять? Да, вот так. Окей. Хорошо. О, хорошо, солнце это хорошо. Видите, я так и говорю, хорошо. А что будет хорошего тогда? Ну, вот разобьют вам сердце, или вы все потеряете. Вы станете перед выбором, что вам делать и куда идти дальше. Тут двойка тоже костей, или это двойка мечей, или воздуха. Вот, вам придется на месте сидеть, действительно думать. Может, у вас уже такое, вы ушли откуда-то и теперь думаете, да? Это тоже может быть такая ситуация. Мы еще не смотрели прошлое, настоящее и будущее, поэтому давайте так. Тут таких пару вариантов может быть. Первый вариант. Вас выталкивают, и вы не знаете, уйти или остаться. Это первый вариант. И если действительно вам сердце не разбили, то нужно хорошо подумать еще. А будет ли вам лучше? Это первый вариант. Вот вы напишите сами, какой у вас. Там меню или счет, да. Второй вариант. Вам уже разбили сердце. И вам уже плохо. Но тогда, когда будет хорошо, действительно нужно принять полностью все, что будет плохо, и идти вперед. Тогда будет только хорошо. А вы это принять не можете. Вы на стадии принятия пока что. Понимаете, в чем дело? Ну и третий вариант у вас, ну, может, какая-то авантюра, или вы уже ушли. Вот, скорее всего, вы даже уже ушли, пошли. Ну, то вас ждет серьезное испытание. Пока так вот башня и тройка костей, боль, а с другой стороны все равно будет тянуть к свету и придется принимать то такие решения, которые вы раньше не принимали. Но пока так. Хорошо, давайте посмотрим в прошлом, что уже было в вашей судьбе такого, что привело вас в эту ситуацию, да? Но вы уже любили, и вы уже делали выбор. Или сделали выбор. Были любимы.
Была любовь у вас такая внезапная, что ли? Пустота какая-то, да? А может быть и безответная, вот. Или внезапная, безответная, и все вместе тоже может быть. Пустая карта. Была любовь неожиданная, необычная, кстати, была любовь странная. Странные дела были. Да, была влюбленность прям, знаете, такая внезапная, прям загорелись. Ну, паш воды. И из ниоткуда эта любовь пришла, влюбленная. Но и вас, имейте в виду, вам делают предложения, манят вас. Тоже как-то загадочно, потому что это очень хорошая вертикаль здесь, но она какая-то вот прям, вы в нее не верите. Этого не может быть. Поэтому смотрите, если вам кто-то делает предложение в отношениях, тоже смотрите, тут будьте аккуратны очень. Тут квадрат такой тяжелый. Потому что высшие силы могут с вами играть какую-то тоже игру, да, свою. Поэтому, если хочешь рассказать, рассмешить Бога, да, поведай ему свои планы. Тут вот в планах тут меню, а счет попросят высшие силы, имейте в виду. Хорошо. Ну, в прошлом влюбились и загорелись, окей. Куда-то захотели даже, может, поехать далеко. Или поехали. Поездка, может быть, и была. Открытые дороги здесь. И это очень дорого стоило вам. Девятка. Причем это монеты в этой колоде. То есть обошлась это вам любовь в прошлом очень дорого. Но и был дорогой человек для вас. И тут и ребенок даже мог родиться у вас из-за этого. Ну, из-за этих отношений. Окей. Десятка нитей — это было действительно кармическое испытание для вас в прошлом. Вот поэтому боги здесь и есть высшие силы, 19 солнца. А двойка, не может быть, вы не знаете, как теперь довести это до конца. Это карта сложного завершения. Или долгого сложного пути, поиска чего-то в своей жизни, да. Вот здесь вы видите вообще мать, которая рисует знаки от сына из потустороннего мира или там какого-то параллельного мира. Поэтому здесь в прошлом была как бы вам открыта дорога, вы куда-то, условно говоря, пошли, поехали или что-то начали. Может быть, влюбились, да, начали отношения. Они вам уже дороги, поэтому вы и уйти не можете. А завершать надо как-то. Подходит к логическому завершению это все. Вот. Восьмерка, нужно завершать, уходить. А завершить трудно и принять решение трудно. Ну, я вам так скажу. Сверху солнце и ребенок улыбается. Поэтому в любом случае, если у вас есть дети, условно говоря, какое-то достижение, ну, то вы никогда не пожалеете о том, что сделали, и всегда будете жалеть о том, что не сделали, да? Поэтому вы уже многое сделали. И здесь очень хорошее прошлое у вас. Как бы, какое бы оно ни было там тяжелое, трудное, да, болезненное. Вот, ну, самая плохая карта вот эта. Или какая не проживается сейчас ситуация, ну, тяжелая тоже башня. Все равно в прошлом очень больше позитива. Да, испытания, да, карма. Да, может быть, было что-то непредвиденное и какая-то, может быть, пустота теперь, да, опустошение. Но все равно это было великолепно. Вы что-то чувствовали, значит, вы жили. Даже если вы чувствовали боль, ну, это путь такой, да. В мире ровно столько боли, сколько и радости, и наслаждения. Поэтому, как бы, где-то есть баланс. Всегда вот он баланс. Вот. А с другой стороны, если принять, что все не хорошо, не плохо, и понять это, то, может быть, и стоит двигаться дальше, несмотря на боль, которую вам причинили, и принять ее просто. Даже если ты не понимаешь курса, какого-то нету у тебя карты, и ты не понимаешь, что будет дальше, и ты боишься, ну, просто тогда продолжай двигаться вверх, или тянись. Ну, тянись рукой кверху, да, к свету какому-то. Тут к свету нужно тянуться, да?
Вот эта женщина пишет сейчас, да. Можете написать что-то в комментарии, к чему стоит тянуться, вот так, или какая ваша цель в будущем, может быть мечта, может быть новая. Почему о мечте говорю? Потому что это чувство, а это будущее, а это как бы попытка наладить разум, диалог разума с душой. И даже если это трудно, то можно писать какие-то свои мечты для начала, да? Но такое прошлое какое-то трудное и незавершенное. Может безответная любовь, кстати, быть. Что сейчас происходит? Ну, прекрасная королева ложек. Вот сейчас вы начинаете стабилизировать ситуацию. Там почаще себе мороженое покупать после того, как пробежались. Да? Но, тем не менее, вы стремитесь к стабильности некой. Королева ложек сейчас у вас, как у мужчины, на пороге женщина, а у женщины стабилизация финансового потока. Тоже хорошо. Здесь очень хорошая такая вертикаль, кроме того, что может что-то вам придется отдавать или терять. А я имею в виду в отношениях, как минимум, да, или уйти, например, там на пенсию, к примеру, да. Ну или уйти с работы, или с того места, где насижено. Вот, еще одна хорошая карта. Действительно, у вас шестерка монет или ложек, да, или рожков. Ну, это рожки вообще. Давайте так скажем. У вас, получается, сейчас происходит, даже вот вы что-то потеряли дорогое в вашей жизни, оно подошло к концу, но это не ухудшает вашего мира материального. Вы сейчас проживаете укрепление финансового, материального потока и даже здоровья. И улучшение в семье. Если вот кто-то уходит, то это к лучшему. Если ребенок может уже там у вас, ну, подошел к 17 годам, 18 годам, да, то его нужно отпускать. Нужно принять это просто. Это вот принятие карты. Тут, знаете, так, в вашей жизни какой-то этап, где нужно что-то или кого-то отпустить. И если вы это отпустите, оно только лучше вам будет. Вот услышите сейчас этот поток, этот даже как бы совет высших сил. Просто нужно разделить, ну, там, место жительства, может, квартиру, может, там, имущество, и будет лучше, легче. Потому что тяжело-то вам, оно у вас как бы из прошлого в настоящее тянется десятка, а она как бы переходная в настоящее. Если вы этот вопрос не решите, то ну да, может это дорого стоит, да, может надо чуть-чуть занять денег где-то, но двигаться-то вперед все равно. Ну да, тут двойка опять чаши. Получается так, что нужно все равно идти на компромисс с собой, с партнером, с ребенком, договариваться нужно. Тут нужно договариваться, и нужно, знаете, как, чтобы действительно и вашим, и нашим, тут нужно, знаете, как и счет, и меню, да, и сперва меню, а потом счет. Но делать это с любовью, ни в коем случае не обижаться на эту боль, которую вдруг, может, кто-то там причинил. У вас есть какая-то такая не очень завершенная связь с прошлым, где она причиняет боль, но нужно идти на компромисс с этой болью. Двойка спиц — это принятие и любовь. То есть движение вперед вдвоем, да, в паре, в тандеме, да. И делать это, знаете, как продолжать это делать, двигаться обязательно, не останавливаться на месте. Вот вам, если вы лично на себя смотрите, то вам нельзя остановиться. Вам нужно продолжать двигать, делать, да, и продолжать любить и себя, и мир. Если вы сейчас обидитесь на мир, на высшие силы и скажете: «О боги, а за что мне все это испытание?» Ну, как бы, или «За что мне это продолжение?» Но вам нужно это довести до конца, оно не завершено, потому что вам нужно распутать этот вопрос, да, решить этот вопрос. Найти компромисс какой-то в любом случае. И примириться с ребенком, с прошлым партнером, который, может быть, там что-то не так. Это продолжение, это, знаете, как вам дают еще одну бухту проводов, и их придется тянуть дальше. И делать еще это с любовью, с улыбкой, да, и прощать. Здесь все прощение идет, знаете как.
Очень хорошая, кстати, нить, линии судьбы, нити судьбы у вас сегодня здесь. Королева чаш и королева ложек. Значит, смотрите, с одной стороны чувства, а с другой стороны материя. И вот здесь вот дуальность весы. Вам нужно принять решение без эмоций, именно без эмоций, я обращаю ваше внимание. Потому что если вы на эмоциях будете принимать решение, вы наколите дров, да, то есть полетят автомобили. Ну, вообще она здесь останавливает, да, как бы отбрасывает врага. А враги ваши — это здесь боль и страдания сейчас. То есть вам нужно купировать боль, остановить эту боль и принять холодное решение, как будет дальше. Но в любом случае нужно будет разделять что-то. Разделять и без агрессии. Потому что если вы будете с агрессией это делать, вы будете продолжать вредить себе, своим детям, любимому человеку из прошлого и любимому человеку из будущего. И здесь вот как послание высших сил идет. Вот этот ребенок, последняя карта у нас, она всегда больше о духе, да, каком-то. Он говорит о том, что зла с прошлого или сейчас о прошлом зло, и в настоящем держать его нельзя. Ну, на кого-то. Может быть, когда ты транслируешь зло, да, или агрессию какую-то во внешний мир, она причиняет боль тебе в настоящем, да, если ты к прошлому транслируешь. Вот. Поэтому сейчас вы начинаете влюбляться. Видите, как интересно. Почему говорю влюбляться? Смотрите, в прошлом любовь незавершенная, а сейчас она на каком-то зачаточном стадии. У вас прямо в мозгу сейчас происходит. Вот можете попробовать закрыть глаза и представить себе, как эти огоньки начинают загораться. Они сперва говорят зеленым светом. Это сердечная чакра должна чувствовать сейчас. Потом перерастают и в цвет индиго, может быть, а может быть в теплый цвет. Вот попробуйте закрытыми глазами отследить, какого цвета огоньки горят у вас на сердце, и напишите мне. Мне интересно почитать, какого цвета эта любовь начинает оживлять ваше сердце разбитое. И откинув все негативные эмоции какие-то, начинает привлекать в вашу жизнь с помощью любви что-то новое. Отдавая старое, отпуская старое. Отдавая, вы обретаете движение, любовь и спокойствие. Вот такой какой-то поток идет здесь, в этой комбинации. Что вы чувствуете сейчас? Что вы отпускаете, напишите. Что вы готовы отпустить, чтобы обрести. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Да, вот так почему-то идет. Окей. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Но вы все равно найдете, вы примете это решение и завершите то, что на эмоциях завершать нельзя. Просто нужно успокоиться. Окей? И почему-то мне вот это солнце говорит: не переживай, переживешь. Окей. Хорошо. Давайте мы солнце вверх. А что будет в вашей жизни скоро? Вот к чему быть готовым? К чему быть? Будет страшно. Не будет страшно. Девятка нитей, наоборот, классная карта. Ну, страшно, да. Вы достигнете все равно результата. Это нити, это огонь. Здесь вообще идет укрощение. Вот в этой колоде, да, они же там, эти дети, они играли с... Ну, играли, доигрались, да. Короче, они вызвали там из параллельных миров такую сущность, ну, демона, условно говоря. Вот вы укротите этого демона. Вот эта вот восьмерка, она дает возможность вам укротить своего демона, да, и как бы достичь результата. То есть вы результат получаете путем укрощения, вот купирования боли, страдания, и вы в конечном итоге прекратите бояться. Страх преодолеете, это раз. Окей, вы достигнете результата,
в деньгах, в отношениях, в работе и в том направлении, по которому вы начали двигаться. Но вам нужно как бы сместиться, да, то есть в старом месте не оставаться. Принять это решение все равно. Дальше. Вы получите возможность управлять. Здесь король мужчина, кстати. Возможность управлять и добиться своего. Вы получите свое. А если женщина гадает, женщинам, близнецам, козерогам, девам, тельцам идет навстречу мужчина нелегкий, огненный, лев, стрелец и овен. Кстати, вы решите позитивно какое-то судебное дело и проблемы проблемы, может быть, какой-то суд или тяжбу с государством в вашу пользу. Тут хорошая вертикаль. Причем неожиданно. Еще и вы сможете даже... Почему-то у меня такой идет поток. Отсюда у вас появится возможность объединиться в браке. И жить совместно. Вот отсюда вертикаль. Пятерка монет. Придется решать вопросы со здоровьем и деньгами все равно вам. Знаете, придется платить за что-то, да? И на перспективу легко не будет. Все равно трудности и испытания ждут. А вот десятка монет, эта перспектива, вот она звезда, говорит о том, что у вас получится все равно. Это как будто бы, знаете, есть такая фраза: на войне не без потерь, да? Или в любом случае ты заплатишь, да? То есть ты же делаешь ставку на девятку, да? Она в прошлом была. Как бы тебе уже обходилось дорого, да? То есть теряли и больше. То есть для того, чтобы получить тот результат в перспективе, все равно придется, платить, да, за этот путь. Вот счет — это, да, оплачивать. А меню — это результат. Результат будет достигнут. То есть в результате это семейная карта, родовая карта, десятка монет. То есть в семье, в личной жизни наладится. Но придется чем-то жертвовать, да, идти на компромисс, потому что шестерка монет — это что-то делить, распределять в своей жизни. Может там продать однокомнатную квартиру, условно говоря, да, для того, чтобы решить финансовый вопрос, а двухкомнатную оставить, да, как бы, потому что двойка. Но шестерка, точнее, да, шестерка — это распределение, продажа, поэтому придется, может быть, и продавать квартиру, а кто хочет продать что-то, продадите. Немножко позже, но продадите. Но, может быть, за счет того, что ценой подвинетесь. Все-таки это потери, поэтому это сбросит цену. Вот. Цель вы свою достигнете. Смотрите, девятка — это достижение цели, а 15 — это цель. Вообще, да, дьявол. Условно говоря, движение к цели. Поэтому здесь и мужчина по этой линии достигает своей цели. А в перспективе мужчина появляется. Окей? Это для женщин, которые идут к своей цели, к отношениям, в поиске для одиноких. Ну и смотрите, шестерка чаш выпадает. Какой-то мужчина может появиться в будущем, но он может быть из прошлого. Смотрите, тут общий расклад, да? И это для тех, кто ждет того человека, который куда-то ушел. Тут мужчина уходит, он может вернуться. А если женщины гадают на другого человека, на нового, то может прийти мужчина, но он может быть похож на мужчину из прошлого и визуально, и по сценарию. Вот поэтому нужно и отпускать этот гештальт, закрывать. Чтобы, если вы не хотите, чтобы был такой мужчина, как в прошлом, тогда нужно разрывать эту линию судьбы. А если хотите такого, как в прошлом, тогда, может быть, здесь, знаете что, почему-то тогда нужен договор с дьяволом. Вот эти же все равно карты. Это 15 дьявол. Чтобы
получился 21, чтобы в мир. То есть вам нужно, может быть, даже какой-то обряд, ритуал на привлечение мужчины такого, который был бы похож наоборот, как мужчина из прошлого, или как человек, партнер. Ну, а может, мужчина хочет себе такую женщину, как в прошлом. Потому что здесь может быть разрыв или потеря мужчины или женщины отношений быть. Понимаете? Здесь 16 и 3 это прям боль, страдания. Может быть, человек уже умер, ушел. Или просто ушел от вас. Здесь человек уходит, партнер уходит. Да? Поэтому это нужно, может быть, и с дьяволом, может быть, попробовать. Ну, я не, ну, вообще лично, я не сторонник с дьяволом, да. Но ваш выбор, как говорится, вот он, шестерка. И здесь еще может быть такое вообще в раскладе, что вдруг вы в прошлом с дьяволом договор заключали. Но тогда действительно нужно с дьяволом договор расторгнуть, чтобы освободиться от этого и завершить эту какую-то кармическую процедуру или путешествие по испытаниям в своей жизни, чтобы наконец-то получить новые результаты и наладить свою личную жизнь в перспективе. Вот такой вот почему-то месседж. Но о последних картах у меня такое, что вы достигнете результата, избавитесь от того, что вам мешает. Ну, преодолеете эту девятку нитей, десятку точнее, через девятку по солнцу, 19, да, солнце вы получите. И оно наладится и будет похоже на лучшие проявления вашего прошлого мира. Но для этого нужно либо разорвать отношения с дьяволом, вдруг, 15 дьявол. Вот, а разорвать это заплатить этому дьяволу, откупиться от него. Ну вот оно. Вот. Либо решить тяжелые вопросы с прошлого, которые вас не отпускают. Но для этого нужно распределить что-то. Ну, может быть, продать имущество какое-то, потому что материально это держит все. И тогда, все взвесить, естественно. И тогда, естественно, вы оплатите то меню жизни из прошлого, которое уже прожили. Поэтому тогда придется и вот здесь вот расчет получается. Мне счет, да. Ну и что-то распределив в деньгах, в потоке, да, в материальном, вы получите уже другую материальную жизнь. Ну и смотрите, здесь 16 это материя, то есть рождение новой материи. То есть если вы сейчас что-то теряете в настоящем, то равномерно распределяя, вы, знаете, как будто бы или дьяволу оплатите, да, или просто решите миром полюбовно вопрос, и тогда все будут счастливы. Понимаете? В результате у вас в конце все равно хороший исход, новая башня, какая-то новая реальность, может быть даже скромная какая-то, может вы там, условно говоря, дворец поменяете на какой-нибудь скромный дом. Да? И это будет уже результат для вас. Поэтому у вас результатом будет даже результатом не потерять все абсолютно, а остаться с чем-то. Ну и сохранить то здоровье и ту энергию лампочек на оставшиеся дни, чтобы прожить эти дни счастливым, ну и, возможно, с тем человеком, который может и будет рядом с вами. А каким он будет, можете написать в комментарии прямо сейчас, каким вы его видите, похожим на прошлые отношения или абсолютно новым. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе і бережіть свої мотузки життя та мотузки щастя, які пов'язують ваше минуле та майбутнє. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.